Громкое опровержение: генерал поспорил с хозяином Кремля. Охрана Путина отключила камеры. Демарш силовиков – покушение на диктатора. Раскрыты детали. Ключевой показатель обрушился. Москва резко сдает назад. Власть испугалась протестов. Это ужаснет всю Европу. Конец войны будет только началом. Сотни тысяч уголовников двинутся на запад. Украинские и польские военные вступили в бой. Победа вырвана в последний момент. Массовая эвакуация. Жизни 200 тысяч человек под угрозой. Об этих и других событиях к утру вторника, 9 июня. Утро вторника, пока вы просыпаетесь, мир уже давно не стоит на месте. Сейчас обо всем расскажем. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Очередные громкие заявления Путина опровергнуты и кем? Боевым генералом, родившимся в России. Александр Сырский заявил, что в мае украинские силы освободили больше территории, чем потеряли. По словам главкома ВСУ, разница составила почти 100 квадратных километров в пользу Украины. А с начала года силы обороны вернули под свой контроль уже более 600 квадратных километров. Несмотря на постоянное давление противника, вооруженные силы Украины продолжают устойчиво удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине. Сырский также сообщил, что только за месяц украинские подразделения беспилотников поразили более 88 тысяч целей. По его данным, было выведено из строя свыше 30 тысяч российских военнослужащих, а удары по штабам и складам армии РФ продолжаются практически ежедневно. В Кремле испугались повторения иранского сценария. После недавних событий на Ближнем Востоке российские спецслужбы временно отключали часть системы видеонаблюдения, связанной с охраной Владимира Путина. Как пишет Financial Times, такое решение приняли из опасений, что камеры могут использоваться для сбора данных о передвижениях руководителя России и его окружения. Источники издания утверждают, что систему включили обратно только после дополнительной проверки и изоляции от интернета. Тем временем Путину больше нужно опасаться не внешних врагов, а внутреннего заговора. Публицист Игорь Эйдман утверждает, что Романа Абрамовича к Зеленскому посылал не Путин, а так называемая российская элита. Топ чиновников и бизнеса хочет прекращения войны, но хозяин Кремля в очередной раз показал, что не желает договариваться. Дальше будет нарастать скрытое давление верхушки на Путина, фронта, саботаж, возможны и какие-то коллективные демарши силовиков или руководителей экономического блока правительства и ЦБ с требованием остановки войны. А закончиться это может только физической изоляцией или устранением диктатора. Эйдман подчеркивает, что как раз на это прозрачно намекал и Зеленский в своем недавнем письме. Режим дает задний ход. Иран объявил о временном прекращении военных операций против Израиля. Соответствующее заявление распространил государственный ресурс Тасним, но без угроз не обошлось. В случае продолжения агрессии и враждебных действий будут применены значительно более строгие и решительные меры, чем раньше. Кажется, кто-то опасается, что Израиль может ответить больнее. Кстати, война добралась и до Андрея Макаревича. Во время последней иранской атаки обломки ракеты упали на дом рок-звезды в Израиле. Об этом сообщила супруга музыканта. Самим хозяевам повезло. В момент обстрела чета Макаревича возвращалась домой из гостей. Во время тревоги им пришлось лечь на землю и ждать окончания ракетной атаки. Андрей Макаревич покинул Россию в 2022 году, осудив агрессию против Украины, но теперь чуть не попал под удар союзника Москвы. Российским танкерам готовят новые проблемы. В Брюсселе дали команду на абордаж. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать и досматривать суда, которые считают частью теневого флота Москвы. Наша операция «Ирини» изменила правила применения сил, и теперь допускается задержание и досмотр кораблей. Главная цель ЕС остается прежней – сохранить нефтяные доходы Кремля, которые идут в том числе на финансирование войны против Украины. Но, по словам Каллас, дело не только в санкциях, но и в безопасности судоходства.
Рейтинг падал, да и совсем исчез. Государственный Всероссийский центр исследования общественного мнения перестал публиковать один из ключевых показателей доверия Владимиру Путину после того, как тот опустился ниже 30%. Речь идет об открытом рейтинге доверия. В таком опросе людям не называют фамилии политиков, а предлагают самим сказать, кому они доверяют. По данным ВЦИОМа за март, о таком деятеле, как Владимир Путин, без подсказки вспомнили только 29,5% респондентов. Это самый низкий уровень с начала полномасштабной войны, и он в 2 раза меньше, чем в закрытых опросах, где респондентов напрямую спрашивают о доверии к хозяину Кремля. После публикации мартовских данных новые результаты так и не появились. ВЦИОМ не публиковал ни апрельский, ни майский рейтинг, хотя раньше такие данные выходили ежемесячно. Денег не хватает, но введение нового квазиналога пока поставили на паузу. Российские власти решили отложить введение нового сбора с производителей и импортеров электроники, который должен был заработать уже в сентябре. Правительство предложило перенести запуск так называемого техсбора на 3 месяца. Новый платеж будут взимать практически со всей электроники, которая продается в РФ, независимо от того, произведена она внутри страны или ввезена из-за рубежа. В Минфине объясняют инициативу необходимостью укреплять обороноспособность страны и развивать отечественную радиоэлектронную промышленность. Только за первые 2 года действия сбора власти рассчитывают получить около 100 миллиардов рублей, а затем собирать примерно по 120 миллиардов ежегодно. Но, похоже, в Кремле просто вспомнили, что в сентябре запланированы выборы в Думу, и новый налог может еще больше разозлить электорат. Так что его введение отложили на декабрь. Как думаете, поможет? Нападет ли Россия на страны НАТО? Президент Финляндии считает, что такой сценарий сильно переоценивают. В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung Александр Стуб заявил, что не видит смысла для Кремля вступать в прямой военный конфликт с Альянсом. Зачем России проверять статью 5, если ей не удалось завоевать Украину за 4 года? Во время Второй мировой войны России понадобилось 4 года, чтобы добраться до Берлина. Они преодолели 1600 километров. А теперь русские продвинулись примерно на 60 километров в Украине во время активной войны. Финский президент также отметил, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем в начале полномасштабного вторжения. Поэтому, по его мнению, разговоры о скором нападении России на страны НАТО выглядят преувеличенными. Людям нужно успокоиться, подчеркнул Стуб. Правда, похожий вопрос можно было задать и в 2022, и в 2014, и в 2008. Зачем Кремлю нужно было нападать на Украину, а на Грузию? Есть у вас ответы? А вот влиятельная британская The Telegraph оптимизма Александра Стуба не разделяет. Прекращение огня в Украине не приведет к демобилизации российской армии. Оно освободит ее. По последним оценкам, численность действующей армии составляет 1,32 миллиона солдат, из которых 700 тысяч дислоцированы в Украине. Автор статьи Майк Мартин опирается на мнение министра иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. Также считает, что Путин вытолкнет массы уголовников с военным опытом в Европу. Журналист сетует, что британский контингент в этой балтийской стране составляет всего 900 человек, а Минобороны Объединенного Королевства расписывается в невозможности послать дополнительно хотя бы еще 1000 солдат. Срочная эвакуация затронула почти 200 тысяч человек, и речь о Японии. После мощного землетрясения в Тихом океане местные власти объявили тревогу из-за угрозы цунами и начали вывозить в безопасные места жителей прибрежных районов. Эпицентр толчков был зафиксирован у берегов Филиппин. Магнитуда землетрясения составила от 7,8 до 8,2. В результате погибли как минимум 12 филиппинцев, еще 200 получили ранения.
Польские военные выдержали схватку с украинскими. Правда, столкновение происходило в рамках учений. Бойцы ВСУ в очередной раз заставили коллег из НАТО понервничать. В польском Быдгоще специалисты из Украины, игравшие роль противника, едва не переиграли команду Альянса. Как пишет Financial Times, украинским экспертам отвели роль вымышленного государства Карти, которое вело кибератаки и кампании по дезинформации против другой условной страны. Для этого использовались взломы, фейковые сообщения и контент, созданный искусственным интеллектом. По сценарию учений страна столкнулась с блэкаутом, наводнением и атакой на банковскую систему. Украинская команда заполняла соцсети сообщениями о коррупции, некомпетентности властей, одновременно предлагая помощь пострадавшим. В общем, знакомые методы гибридной войны, с которыми уже давно знакомы все участники. По итогам учений команда НАТО все-таки победила, но лишь с минимальным преимуществом в двух ключевых сценариях. А вот год назад всего 10 дроноводов из ВСУ условно разнесли 2 батальона Альянса. Соратники Путина продолжают комментировать письмо Владимира Зеленского. Своих 5 копеек вставил и глава российского МИДа. Сергей Лавров обиделся на публичный характер послания. С учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, который был адресован президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны. Мы хорошо помним, что такое вежливые люди в трактовке Москвы. Вежливые люди отнимают чужую землю, воруют унитазы и бомбят мирные города. Кстати, еще в пятницу сам Путин на форуме в Санкт-Петербурге долго-долго доказывал, что письмо Зеленского никак его не задело. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Потом то же самое принялись доказывать прокремлевские пропагандисты. И вот теперь Лавров. Получается, как в старом анекдоте. Я бежала за вами 2 часа, чтобы сообщить, насколько вы мне безразличны. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.